день, с вами ведьма Аграфина и мой канал Магии и Колдовства. Я занимаюсь всеми видами самой сложной высшей магии, в том числе это и наказание, и рассоры, и избавление от негатива, откуп от дурной судьбы и прочие самые сложные договоры для достижения высших сумм, больших сумм денег, сложные вопросы судьбы. В том числе и защита бизнеса и крупные деньги. Сегодня у меня урок рунической магии для всех. Напоминаю, что все подробности, если чего-то я не сказала, значит, они либо не нужны, либо их нужно, допустим, искать в интернете какие-то подробности, что какая руна значит, там или еще что-то глубоко копать. Значит, и я буду максимально к использованию этот став объяснять. Этот став, он состоит буквально из 2 рун. Став крест пригоняющий для вызова человека любого. Это может быть мужчина, женщина, кто угодно. Эротического подтекста нет, но вы можете вызывать мужчину вашего любимого, который молчит, запропастился, абсолютно любого. Помните, что если вы хотите вызывать директора, который вам должен деньги, или еще кого-то, кто, допустим, клиента, который вдруг должен вам почему-то, как вы решили что-то заказать, это не обязательно, что он это сделает. Для этого есть другие ставы. Этот человек просто выйдет с вами на поговорить. Вы можете какую-то информацию у него получить, узнать, что он, где он, на каком он свете, что он о вас думает. Ну вот так вот максимум с ним пообщаться. Больше ничего этот став не дает. Когда ставить его? Ставить, когда вам нужно кого-то привлечь, допустим, можно ставить на покупателей. Но тогда ставить это на пустой лист бумаги и писать там, как бы, кто это такие. Или может быть у вас есть группа людей, которые вы хотите, чтобы они пришли к вам там, или позвонили, неважно. То есть ставится на того, кого мы вызываем. Вот я нарисовала какого-то мужика. Ну, а чаще всего 90% случаев цель этого вызова какой-то мужик. В данном случае вот он. Его так нарисовала. Став состоит из 2 рун. Значит, Геба и Райда. Я рисую сначала Райда по смыслу, да, и рисую, ну, вы можете рисовать его, ну, допустим, на груди, раз он у вас любимый, да, Райдо. И Геба Райда, чтобы он сдвинулся с мертвой точки, что-то забегал, запрыгал. И Геба у нас символизирует обоюдный процесс, взаимопонимание, общение, говорильню, беседу. Вот и все. То есть я рисую в таком порядке Райда, Геба. Автор, честно, я не знаю кто. Если кто-то подскажет, может. Потому что я его не видела авторства этого става. Он лежит как бы на поверхности для вызова. Активируем обычным способом. На фотографии я его наношу на центр. Кто-то наносит на правую сторону как бы человека, да, который у нас вот на данном рисунке. Можно наносить на себя, если вы с этим человеком знакомы. И в оговоре говорить так: силой данных рун наш Иван, да, я назвала теперь, помним, что на фотографии, на рисунке вы должны писать имя вызываемого и какие-то его данные, номер телефона можно вписывать, дату рождения, все, что вы о нем знаете, там, или там менеджер такой-то фирмы. Вдруг вы хотите, чтобы он вам написал, позвонил. Итак, оговор: силой данных рун Иван написал мне или там позвонил мне по такому-то телефону моментально, или там в течение 2 минут. Да, и активация, как вы привыкли. Я не перечисляю все виды, но вот я покажу, просто специально уже поставила, например, вот есть активация. Можно вот так вот покапать воском. Ага, оно не капает. Капает. То есть есть вот такая вот активация. С вами была ведьма Аграфина. По всем вопросам
связанными с платными услугами, пишите контакты под этим видео. Все мои услуги платные. До свидания.